нельзя допускать. То есть надо делать приточный канал. Конька она была, ну если она ближе к коньку, если прям на коньке, то 50 сантиметров минимум. Ну что, друзья, давайте заваривайте чайку побольше, там кофе. Усаживайтесь поудобнее и начнем. Значит, сейчас вы видите модель камина классического. Ну, я его называю камин, мангал. У меня разницы нет. Все мои конструкции внутри сделаны одинаково. Значит, видим внутри один первый зуб с дымовой полочкой, так называемой. Ну и давайте расскажу вам, для чего же все-таки делают вообще этот зуб. Именно настоящая правильная технология. Ну, сначала расскажу вам, да, что значит правильная технология. То есть, есть мнение, ну, не буду скрывать, да, что мнение большинства печников о том, что первый зуб это зеркало, ну или как отражатель тепла. То есть от этого, вот костер горит, и от первого зуба отражается тепло и типа вот идет наружу, да, в помещение. Если его не будет на этой плоскости наклонной, то отражаться тепло не будет. Это вот первое такое заблуждение. На самом деле тепло, ну, кирпич не отражает тепло, это не зеркало. И, как вы знаете, если через зеркальное отражение тепловую энергию не передает. И вообще тепло передается волнами. То есть оно не передается лучами какими-то, а распространяется волной. Вообще все у нас волновая теория идет. Поэтому зуб служит... Ну, еще, да, я слышал такие версии, что зуб делают для того, чтобы вот эта полочка появилась, для того, чтобы на эту полочку оседала сажа. То есть, вот только для этого, для вот этой сажи. А типа без нее сажа, ну, не будет оседать, что ли, или фиг его знает. Или будет сыпаться на костер. А так вот она оседает здесь, и ее оттуда вычищают. Такой тоже момент я слышал. Ну и еще есть такая версия, что эта полочка служит для того, чтобы, значит, в трубу поступает холодный воздух. Вот по задней стенке он бьется в эту полочку. А вот этот горячий воздух, он заходит в камин. И вот этот дым, ну, холодный воздух подхватывается и улетает в трубу. То есть у нас... Ну, по их версии, в дымоходе существует два противоположных потока воздуха. Один горячий вверх и второй холодный вниз. То есть, и вот благодаря вот этой полочке, значит, холодный воздух об нее бьется. Если бы ее не было, то он бы опускался вниз и тушил бы костер. Ну, или я вообще не знаю, что бы он тогда делал, если бы опускался сюда. Вот. А так вот он бьется, здесь вот сажа собирается, вычищает ее там или через портал в основном сошкребает эту сажу, которая обильно там набирается. Это вот такая версия. Но теперь я расскажу вам на самом деле, для чего этот зуб и доказательства. Ну и логически вам объясню, для чего он на самом деле нужен, этот зуб. Вот. Значит, как у нас горит костер. Костер горит, и вот такой вот дым поднимается вверх, да? Значит, если нет зуба, то он просто поднимается вверх. Ну, или естественный подъем дымовых газов. Без ускорения. Если же зуб есть, то дым поднимается с ускорением уже. То есть, и вообще все эти моменты, они были сделаны для того только, чтобы дымовые газы получали свое ускорение. То есть, форма заужения
является формой, вот это место заужения ускоряет дымовые газы. То есть скорость там прохождения выше. За счет того, что давление там ниже. Это общеизвестный факт. Кто знает, есть уравнение Бернулли. Там все это подробно объясняется. Это физика, это классика, друзья. Давление воздуха меньше в верхней части, потому что сечение здесь меньше. А в большей части воздуха больше. Соответственно, и давление там выше. Поэтому естественные вот эти все наклонные плоскости, они создают ускорение потоков. То есть, смотрите, давление в большом сосуде, давление больше, в маленьком сосуде давление меньше. Потому что, естественно, воздуха здесь больше, чем вот здесь. Поэтому шланг, который течет, идет жидкость по трубе, да, вот такого сечения. Здесь давление больше. Если вы сделаете вот такой вот шланг, да, давление будет здесь меньше, чем в этом шланге. Потому что масса воды здесь больше, здесь меньше. Напор – это совсем другое, друзья. Напор и давление – это разные вещи, поверьте. Я раньше тоже думал, что это одно и то же. То есть, чем выше давление в трубе, тем сильнее напор. Нет, друзья. Напор к этому, это немножко другое. То есть, давление массы воды выше там, где больше ее объем. А напор, скорость прохождения этой воды, значит, там увеличивается скорость, где давление меньше. Это и есть уравнение Бернулли. Значит, теперь зуб. Вот видно, да, здесь задняя стенка наклоняется, и тем самым создается некое заужение топочной камеры. То есть давление здесь ниже, соответственно, разряженный воздух. И сюда притягивается дымок весь. Вот так вот он. И поднимается вверх. Так вот, где полочка? Что происходит здесь? Дым вот так вот сюда поворачивает. Это закон, друзья. То есть, почему сюда дым заворачивается? Не вот сюда летит там, да, или отбивается сюда. Потому что между дымом, теплым газом и стенкой вот этой воздуха, давление воздуха меньше, чем между дымом и вот этой вот частью, или вот этой. Поэтому он сюда и притягивается. Это вот является зоной турбулентности. То есть здесь и давление резко, больший объем дымовой камеры, да? Соответственно, здесь давление воздуха, незначительно, но выше. И здесь скорость дымовых газов резко теряется. Еще и закручивается вот так вот. Это всегда так происходит. Где, вот, допустим, вот такая форма, да, строения. Отсюда идет ветер. Вот он идет, разрывается, заполняет вот эту пустоту. Здесь создается зона завихрения, то есть турбулентность. Дым здесь все заполняет, вот так закручивается, и тяга здесь останавливается на самом деле. Так как уже основная камера пройдена, вот, дым здесь поднимается дальше вверх. Уже без такого сильного ускорения. Он это ускорение потерял в этой зоне турбулентности. Значит, костер, когда горит, он подсасывает воздух. Давайте воздух голубым. Значит, идут воздух холодный снизу, вот так подкачивается. То есть сам костер засасывает воздух холодный. И при успешной сборке камина воздух также подкачивается и в этой части, в верхней. То есть еще воздух забирается отсюда, вот так вот идет. Здесь этот воздух нагревается и вот так вот вдоль этой стенки здесь закручивается. Здесь уже идет, смешивается он и пошел. Вот такое вот движение дымовых газов в камине с одним зубом.
Ну, давайте теперь посмотрим, что происходит в камине с двумя зубами, да? То есть, почему я разработал камин с двойным зубом. Опять, да, здесь вот горит костер. Вот так вот нарисуем его, да. Горит костер. Что происходит с дымом здесь? Значит, ну, вот так нарисуем, да. Засасывает он холодный воздух здесь. Этот воздух на костре нагревается, притягивается к первому зубу и пошел дальше. Здесь этой зоны турбулентности уже нету. То есть поток, правильно называть, идет ламинарно. То есть ламинарное движение газовых потоков. Без зон турбулентности, без разрывов. Это еще Росин проводил исследования. Да, он проверял, как это все работает. На примере с соленой таблеткой, ну, таблеткой из соли. Он смотрел, как по каналу соль это растворяется и как закручиваются эти потоки турбулентные. То есть, когда идет канал прямой, без ускорения, поток рвется на завихрение. То есть, по краям у него идут завихрения. Он, значит, заужает канал, и поток становится ламинарным. То есть, заполняет полностью весь канал без вот этих зон завихрения, без торможения. И все так и работают. Но я, друзья, я не говорю, что без второго зуба мангал, камин не будет работать. Работают. Я просто его довел до, ну, не идеального, понятно, ну, улучшил работу каминной топки, друзья. Я не претендую ни на что там, ни на какие-то изобретения. Тем более камин уже изобретен давно. Это полезная модель. Полезная модель, и она признана именно Роспатентом. Я ее запатентовал как полезную модель камина. То есть я не придумал первый зуб, там, как многие приписывают мне. Нет, я придумал второй зуб. Ну и технологию, чтобы было понятно, что двойной зуб я его назвал. Вот его характерная деталь. Это аэродинамический спойлер, который перекрывает зону турбулентности. И поток, который поднимается, он проходит ламинарно. То есть без торможения, а получая постоянное ускорение. То есть и вот эти искры, и все, что тут дым, весь гарь, сажа не образуется, все улетает в трубу. И здесь еще идет подсос воздуха, да, то есть здесь все смешивается, и уже выходит такая вот смешанная газ, смешанные газы, да, смешанные. И пошел дымок на улицу. Это вот классическая работа двойного зуба, то есть без зон турбулентности, без всякой сажи, постоянное ускорение. Почему он такой популярный стал? Потому что люди с первого раза получают идеально работающую конструкцию. То есть у них все газы, все прилипает к вот этой поверхности. Тем самым исключается дымление в этой зоне. Если у многих там вот здесь вот дымище вот так прет, да, то здесь при вот такой конструкции правильно, да, ну вообще если правильно собран камин, даже без зубов вообще, то у него здесь создается дополнительный еще засос воздуха. И вот здесь, как вы видите, вот здесь вот еще и лампочка там находится. Вон там видно ее. Вон она, лампочка. Ну, давайте теперь вернемся к вот этому варианту. Что же будет происходить, если вот сюда будет залетать холодный воздух? Значит, холодный воздух, допустим, вот он сюда залетает, а здесь поднимается вот так вот теплый воздух, да, снизу. Я не знаю, друзья, почему люди, которые говорят, что здесь идет два потока воздуха друг другу навстречу, почему они их разделили, ну вот так вот этот воздух вот здесь вот почему-то начинает идти. А этот вот сюда вниз опускай. Нет, вот этот теплый сделаем. Вот так вот он поднимается по этой стороне. А вот этот он сюда опускается по этой стороне. Даже вот так вот, да. Вот. И получается, что у нас идут два вот так вот потока воздуха. То есть это вот их
предположение. На самом деле никто еще не доказал. Там были попытки доказать, что вот сюда вот лакмусовую, да, бумажечку подставляли, и она вот сюда вот засасывалась. А сюда ее потом переносили, и она отсюда выталкивалась. И типа вот здесь вот это вот и происходит обмен, вот так вот закручивается. То есть этот холодный воздух раз увлекается этим горячим, и вот сюда вот. То есть у них вот это вот закручивание все происходит вот здесь. Но, как вы знаете, по закону физики такое просто невозможно. Это не работает так у нас. Физика так не работает. Невозможно по одному каналу движение двух противоположных потоков газа. Тем более еще и холодного, и горячего навстречу друг другу. Я объясню, что они имели в виду, когда вот сюда засасывается воздух, а отсюда вылетает горячий. Да? Это, друзья, не что иное, как и есть воздушная пробка. Ну или, будем так говорить, ветровой подпор, да, когда ветер дует там. Или же, когда отсутствует приточный канал в помещении. Значит, объясняю. Когда горит костер, он интенсивно откачивает воздух из помещения. Откачивая воздух из помещения, давление воздуха меняется в помещении в самом. Ну, вот так вот, да. Здесь одно давление воздуха, ну, допустим, 1. А вот здесь давление воздуха другое. И вот эту разницу в давлении нельзя допускать. То есть надо делать приточный канал. И так, чтобы воздух заходил. Вот сколько вот он высосал камин, да, столько и должно сразу зайти. Чтобы не было вот этой разницы в перепадах давления. Не было. Все должно быть в балансе. Тогда будет работать камин. Ну, как ручеек. Сколько зашло воды, столько и вышло. Это одно. Значит, теперь, друзья, смотрим, что происходит. Почему вот сюда засасывается воздух. В этот момент здесь становится воздушная пробка. Вот такая вот. Вот. Все, вот этот холодный воздух вот сюда зашел. И он здесь останавливается. Потому что, друзья, отсюда снизу вот такой вот поток горячего воздуха поднимается. Потому что он прет вверх. Он вот здесь закручивается, но он лишь в зоне турбулентности вот так закручивается дым. И он заполняет весь канал. Весь канал дымовой заполняется дымом, ну, горячим воздухом. И горячий воздух вот так идет. И в водопроводном шланге невозможно такого добиться, чтобы по одной трубе шла на улицу одна струя, допустим, горячей воды, и воздух засасывала там, или воду засасывала по другую, тоже с такой же скоростью в эту же трубу залетала вода. Это просто нереально. И с дымом то же самое. Когда вот сюда вот засасывается воздух холодный, то вот здесь образуется пробка. А так как у нас камин все время горит, огонь горит, то этот воздух вот здесь прессуется, и начинает он вот сюда выползать. Это вот здесь вот горячий воздух вот так шурует, друзья. Можете проверить. Можно даже руку обжечь, если туда руку подсунуть. Это вот либо в ветровой подпор, вот, либо недостаточно притока воздуха. Одно из двух. То есть нам показывает, что вот сюда воздух засасывается, отсюда вылетает, но не показывает, как в этот момент работает сам камин. Только один газ у нас, гелий, движется по одному каналу в двух направлениях. Но это сверхтекучие материалы. Сила действия равна силе противодействия. Да? То есть вот я на стенку давлю с такой же силой, сколько и стенка давит на мою руку. Это закон физики. То же самое и здесь происходит. Горячий воздух поднимается, тут холодный залетает. Вот, насколько его хватает, этого холодного воздуха, настолько вот он и пробивает вот этот горячий поток. Ну, вот так вот его нарисуем. Ну, или давайте воздух вот так синим. Вот, настолько он и продавливает. Но вверх идет
горячий воздух. Вот здесь вот и происходит вот это вот небольшое смешение, и горячий воздух сюда выходит, но остальное он не успевает подниматься, потому что канал здесь закрыт воздушной пробкой, начинает дымить. Это я вам из практики говорю, и многие так замечают и не поймут, что происходит, друзья. Вот как работает камин. Здесь воздух засасывается, нагревается, подогревается вдоль зубов. Ну, неважно, двойной зуб, один зуб. И прет на улицу. Если есть приток воздуха, то без проблем это все работает. Ну, еще здесь засасывается воздух. Вот. Если ветер дует и ваша труба находится в зоне ветрового подпора, ну, допустим, там вот так вот у вас крыша сделана, да, и вот здесь вот такой вот ветровой подпор, то холодный воздух будет вот так вот сюда залетать, горячий воздух отсюда будет его подпирать. И вот здесь будет горячий выходить, вот здесь холодный. И в этот момент будет камин дымить. Это закон. Вот так вот и работает камин. Значит, что надо для этого делать? Трубу поднимать повыше, чтобы выше конька она была. Но если она ближе к коньку, если прямо на коньке, то 50 сантиметров минимум над коньком должна быть. Ну и чем дальше, здесь, значит, вот так линию проводят 10 градусов. Раз, вот так. И где бы труба ни находилась, она должна выходить за линию вот эту вот. Ну, понятно, чем ближе к коньку, над коньком 70, 50, 70 сантиметров. Потом, если закрыто вот так вот герметично помещение, делают приточный канал. Я всегда рекомендую делать его сверху, где-нибудь под потолок. Почему? Ну, чтобы, во-первых, вы его не ощущали. Если вот здесь снизу сделать, по ногам будет тянуть, вы его будете сразу ощущать. Надо делать его сверху. Воздух будет заходить. Вот сюда вот там давление будет выравниваться. Вы можете его даже и не почувствовать. Ну, будет вот этот холодный воздух, что здесь находится, он сюда будет засасываться. Ну, и отсюда будет также засасываться воздух из помещения. И все будет работать. То есть весь дым вот так вот будет, давайте вот так вот его нарисуем, заполнять эту камеру и выходить на улицу. То есть вот этот холодный воздух уже залетать не будет. Я думаю, друзья, лекция моя вам понравилась, ну или внесла некую ясность, да, может кто-то будет не соглашаться со мной. Еще раз я говорю, что камины работают и без зубов вообще, что мой второй зуб улучшает работу камина, и что вообще зубы сделаны только для того, чтобы ускорить потоки. То есть не для того, чтобы отражать тепло или там сажу собирать или еще какие-то, только для ускорения потоков, друзья. Это модерн. Модернизированный камин, то есть зуб там придумали, не знаю, там 200 лет назад там, или 300, еще Рамфорд в этом экспериментировал, был такой граф. Значит, зуб я просто доработал и получил на него патент. Сейчас моя технология запатентована. Не забываем, у меня есть Дзен, есть ВКонтакте, Рутуб, Ярус, что там у нас, Телеграм, Одноклассники. В общем, если YouTube заблокируют, вы знаете, где меня найти. Ну и если вы хотите купить у меня проект с двойным зубом, пожалуйста, мой сайт mangalyplamя.ru всегда работает круглосуточно. Все мои проекты с моим фирменным двойным зубом. Так что прошу вас, проходите, приобретайте и собирайте. Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, друзья. Все, ребята, я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам здоровья в этом году. Ну и вообще здоровья, да. Мирного неба. Скорее бы все это закончилось. Вся эта гадость. Да мы бы жили бы уже спокойно и работали бы дальше. Ну, в принципе, вешать нос не надо. Скоро, я думаю, все закончится. Мы победим.
Победа будет за нами. Мы правы. Все, ребята. Пока.